Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». Жил-был царь Берендей. У него было 3 сына. Младшего звали Иваном. И был у царя сад великолепный, росла в том саду яблоня с золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало свой сад. Посылает он туда караулы, и никакие караулы не могут уследить похитителя. Царь перестал пить и есть, затосковал, а сыновья его утешают. «Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить». Старший говорит: «Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитителя». Отправился он. Сколько ни ходил, с вечера никого не уследил. Припал на мягкую траву, уснул. Утром его спрашивает царь: «Ну как, не обрадуешь ли меня? Не видел ли ты похитителя?» «Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал и глаз не смыкал, а никого не видел». На вторую ночь пошел средний сын караулить, и тоже всю ночь проспал, а на утро сказал, что никого не видел. Наступило время младшего. Пошел Иван-царевич стеречь отцовский сад и даже присесть боится, не то что прилечь. Как его сон начнет одолевать, он росой с травы умоется, сон и прочь бежит. Половина ночи прошла. Ему и чудится, в саду становится светлее и светлее. Весь сад осветило. Он видит, на яблоню села жар-птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблоне, поймал птицу за хвост. Птица встрепенулась и улетела, а у него в руках осталось одно перо от ее хвоста. Наутро приходит Иван-царевич к отцу. «Ну что, дорогой мой Ваня, не видел ли ты похитителя?» «Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил. Кто наш сад разоряет-то? Вот от похитителя память вам принес. Это, батюшка, жар-птица». Царь взял это перо и с той поры стал пить и есть и печали не знать. Вот, в одно прекрасное время начал он думать об этой жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им: «Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, может, и нашли бы вы мне где-то жар-птицу». Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью. Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли, день был летний. Приустал Иван, слез с коня, привязал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, проснулся Иван, видит, нет коня. Пошел его искать. Ходил, не нашел. Запечалился Иван-царевич. Куда без коня идти в такую даль? Ну, что ж, думает, взялся, делать нечего. Пешком пошел. Шел, устал. Сел на мягкую траву, пригорюнился, сидит. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк. «Что, Иван-царевич, сидишь, пригорюнился? Голову повесил». «Как же мне не печалиться, серый волк? Я без доброго коня остался». «Эх, Иван-царевич, жалко мне тебя. А расскажи, зачем вдаль поехал, куда путь-то держишь?» «Ну, послал меня батюшка поездить по белу свету, жар-птицу найти». «Ху-ху-ху-ху, тебе на своем коне за 3 дня туда не доехать-то, да жар-птица-то. И я один знаю, где она живет. Так и быть. Буду тебе служить верой и правдой, садись на меня, да крепче держись». Сел Иван-царевич на него верхом и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости, волк говорит: «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай. Полезай через стену, не бойся. Час удачный, все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко, на окошке стоит золотая клетка, а в клетке жар-птица. Ты ее возьми, за пазуху положи. Да смотри, клетки не трогай». Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем. На окошке стоит золотая клетка. Все, как волк сказал. Там жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось. «Ах, какая золотая, драгоценная! Да такую и не взять!» А забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук, трубы затрубили, барабаны забили, сторожа пробудились, схватили Ивана-царевича, повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает: «Чей ты? Откуда?» «Я царя Берендея, сын Иван-царевич». «Ай, стыд какой, царский сын, да пошел воровать?»
«А что ж, когда ваша птица летала и наш сад разоряла?» «А ты бы пришел ко мне по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендей. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас. Ну да ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его мне, тогда отдам тебе жар-птицу с клеткой». Загорюнился Иван. Идет к серому волку, а волк ему: «Я ж тебе говорил, не шевели клетку. Почему ты меня не послушал-то? Ну, простишь ты меня, прости меня, серый волк». «То-то, прости. Ладно, садись на меня. Взялся за гуш, не говори, что не дюж». Опять поскакал серый волк с Иваном Царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый. Полезая Иван Царевич через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня. Да смотри, уздечку не трогай. Иван Царевич сделал все, как просил волк. Зашел в конюшни, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Она золотом дорогим, камнями убрана. В ней златогривому коню только и гулять. Иван Царевич дотронулся до уздечки. Звук пошел по всей крепости, трубы затрубили, барабаны забили, сторожа проснулись, схватили Ивана Царевича, повели к царю Кусману. «Чай ты откуда?» «Я Иван Царевич». «Эка, за какие глупости взялся, коня воровать!» «Но это простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван Царевич, если сослужишь мне службу. У царя Далмата есть дочь Елена Прекрасная. Похить ее, привези ко мне, подарю тебе златогривого коня с уздечкой». И еще пуще пригорюнился Иван Царевич, пошел к серому волку. «Говорил я тебе, Иван Царевич, не трогай уздечку. Не послушал ты моего наказа. Ну, простишь ты меня, серый волк». «То-то, прости». «Да уж ладно, садись мне на спину». Опять поскакал серый волк с Иваном Царевичем, добегают они до царя Далмата. У него в крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк опять ему говорит: «В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путем, дорогой. Я тебя скоро нагоню». Иван Царевич пошел обратно путем дорогой, а серый волк перемахнул через стену да в сад. Засел в кусты, глядит Елена Прекрасная. Вышел со своими мамушками, нянюшками. Гуляла и только приотстала от мамушек да нянюшек, серый волк ухватил ее, перекинул через спину и наутек. Иван Царевич идет путем дорогой, вдруг настигает его серый волк, на нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван Царевич, а серый волк ему: «Садись на меня скорей, как бы за нами погони не было». Помчался серый волк с Иваном Царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой. Синие леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. А долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк его и спрашивает: «Что, Иван Царевич, приумолк, пригорюнился?» «Да как же мне, серый волк, не печалится, как я такой красотой теперь расстанусь, как я Елену Прекрасную на коня буду менять?» Серый волк отвечает: «Не разлучу я тебя с такой красотой, спрячем ее где-нибудь, а я обернусь Еленой Прекрасной, ты и веди меня к царю». Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной. Повел его Иван Царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить. «Спасибо тебе, Иван Царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой». Иван Царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем дорогой. А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера. А как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню, да только с ней лег на кровать, глядит, волчья морда вместо молодой жены. Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк, Иван Царевич спрашивает: «О чем задумался, Иван Царевич?» «Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем, конем златогривым, менять его на жар-птицу. Не печалься, я тебе помогу». Вот доезжают они до царя Афрона, а волк говорит: «Этого коня, Елену Прекрасную, ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня веди к царю Афрону». Спрятали они, значит, Елену Прекрасную златогривого коня. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван Царевич повел его к царю. Он обрадовался и отдал ему жар-птицу с золотой клеткой.
Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на коня, взял золотую клетку жар-птицы и поехал путем дорогой в родную страну. А царь Афрон велел подвести к себе дареного коня и только хотел на него сесть. Конь обернулся серым волком. Царь со страху, где стоял, там и упал. А серый волк пустился на утек, и скоро Иван-царевич догнал. «Теперь прощай, мне дальше идти нельзя». Иван-царевич слез с коня, 3 раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка. А тот и говорит: «Ты навек не прощайся со мной, я тебе еще пригожусь». Иван-царевич думает: куда ж ты еще пригодишься? Все желания мои исполнены. Сел на коня, и опять поехали они с Еленой Прекрасной и жар-птицей. Доехал он до своих краев, вздумался ему покушать, было у него с собой немного хлебушка. Ну, они поели, ключевой водой попили и легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, подъехал к нему его братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Возвращаются и видят у Ивана-царевича все добыто. Вот они и сговорились: давай отберем у брата всю добычу. Пока спал Иван-царевич, сели на золотогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коне Елену Прекрасную и устрашили ее. «Дома не говори ничего». Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и разбудил Иван-царевича. «Крепко ты спал, — говорит серый волк. — Если б не я, совсем бы не проснулся. Родные братья всю добычу твою увезли. Садись на меня скорей!» Поскакали они в погоню, настигли обоих братьев, увидели те большого серого волка, испугались и в страхе убежали, оставив Елену Прекрасную, золотогривого коня, и жар-птицу. Вернулся Иван-царевич домой, на коне золотогривом, привез отцу своему жар-птицу, а сам женился на Елене Прекрасной. И стали они жить-поживать, да горя не знать.